Привет! Ты на канале Супер Арбалет, и сегодня у нас на обзоре нож SR1 от американской компании Cold Steel. На первый взгляд, нож SR1 Lite кажется этаким складным младшим братом ножа SRK. Обзор, кстати, есть у нас на канале. Оба ножа имеют схожую форму клинка, у обоих ножей толстый клинок с толщиной в обухе в 5 мм, и в принципе оба выглядят довольно брутально. Но в отличие от SRK, у этого ножа сталь уже не SK5, а 8 Хром 13, то есть ожидать выдающейся прочности от этой стали не стоит, но сегодня проверим это на практике. Рукоятка на ноже выполнена из полимерного материала Graphex и имеет такую шершавую поверхность для удобства хвата и противодействия выскальзыванию. Также на рукоятке присутствует вырез под темляк и стальная клипса, которую можно повесить как на правую, так и на левую сторону. Клипса, кстати, довольно мощная, я думаю, с своей работой она отлично справится. В качестве замка здесь использован триотлок, запатентованная технология Cold Steel, которая давно уже доказала свою прочность и надежность. Но дополнительно нож также укреплен двумя стальными лайнерами. В общем, выглядит все действительно надежно и довольно брутально. Переходим к тестам, и для начала, как всегда, проверим заводскую заточку резом бумаги. Ну, как видно, нож с этим не супер, конечно, справляется. В какой-то момент он перестает резать, начинает бумагу рвать. Еще сначала, перед обзором, обратили внимание на то, что нож из коробки, даже если вот так провести по нему немного ногтем, есть ощущение, что какой-то небольшой, ну даже не брак при заточке, небольшой косячок, скажем так. То есть будьте готовы к тому, что после приобретения ножа до идеала его еще нужно будет довести. Как вы могли видеть на крупных кадрах режущей кромки, это даже на самом деле замином трудно назвать вот этот дефект. Очень похоже на то, что нож немного не доточили на производство перед тем, как упаковать и отправить. Возможно, именно нам попался такой экземпляр. Может быть, какая-то партия была бракованная. Но учитывайте этот момент при выборе ножа. Идем дальше, и теперь порежем канат. Ой, выруби, он это Вот и с канатом у этого ножа уже начались проблемы. Даже гораздо более дешевый и менее брутальный Finbir с этим справляется значительно лучше, чем SR1. Возможно, нож не для этого. Посмотрим на следующих тестах. В качестве третьего испытания попробуем поработать этим ножом с деревом. Как видно по моим действиям и выражению лица, работать с деревом этим ножом, мягко говоря, не очень приятно. Он плохо вгрызается в дерево, а за счет толщины обуха и общей толщины клинка он норовит как бы выскользнуть обратно, если я правильно сейчас выражаюсь. Поэтому этот тест я не могу считать пройденным для ножа SR1 Lite. Ну, при попытке расколоть брусок нож себя лучше проявил. Видимо, за счет толщины клинка и его формы ударная нагрузка дается ему легче. Следующим тестом у меня было запланировано вскрытие банки тушенки этим ножом. Но мне кажется, что вскрытие классическим способом тут будет не очень показательно. Потому что нож мощный, кончик у него острый, поэтому я попробую сделать кое-что другое. Эффектно разрубить банку у меня не получилось, нож почему-то это не хочет делать, так что попробуем по старинке. Ну, нож, конечно, режет, но
Видел я открывалки поудобнее. Думаю, время завершать наш обзор, делать какие-то выводы. Мы могли бы покидать нож в стену, как мы делаем с другими складными ножами, но в данном случае я не вижу в этом смысла. Тут видно, что нож мощный, триотлок не то выдерживал. Если вот так сложим, видно, насколько реально все на совесть сделано. Но складывается ощущение, что его сделали настолько прочным и мощным, что использовать его как нож уже особо-то и не получается. Режет он не очень хорошо. Может быть, конечно, дело в том, что на заводе там немножко где-то что-то не доточили, но обзоры мы снимаем на ножи из заводской упаковки. Мы не снимаем на ножи, которые мы доработали и переточили. Это будет уже не показательно. Так что SR1 Lite оставляет смешанные впечатления. Может быть, дело в стали, из которой его сделали, что 8 хром 13 это дешевая, повсеместно использующаяся сталь, и для таких брутальных ножей, я думаю, она не подходит. Ему бы очень хорошо подошла сталь SK5, из которого был сделан нож SRK. Но в нынешней вариации этого ножа это скорее такой максимально брутальный взгляд на EDC нож для тех, кто в повседневном ноже ищет не рез, а некоторую ломовитость, если можно так выразиться. Этим ножом очень удобно что-то поддеть, что-то отогнуть. В общем, использовать его как небольшой ломик. Плюс выглядит он действительно здорово. То есть он прям как будто говорит: купи меня поскорее. А когда ты его берешь в руку, в руке его ощущаешь прям таким тяжелым, мощным оружием. Весит он более 200 грамм. Но, честно говоря, я немножко расстроен. Я ожидал от этого ножа большего. Лучшего реза, лучшей работы с деревом. Но имеем, что имеем. Мы стараемся показать эти ножи максимально честно. Ну, я думаю, это все, что я могу сегодня рассказать про этот нож. Ваши мысли, как обычно, ждем в комментариях. Также было бы интересно узнать ваши пожелания в качестве ножей на наши следующие обзоры. Мы обязательно прочитаем и, возможно, возьмем какой-то из предложенных вами вариантов. На сегодня все. С вами был канал Супер Арбалет. До новых встреч. Пока!